Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, давайте же посмотрим, что нам посоветует Таро на завтра. Что делать, что не делать, о чем, может быть, даже думать. Поехали! Первое, что хочу сказать, день, в который у некоторых из вас произойдет важная встреча. Это встреча с женщиной. Женщина старше 45, рыжеватый цвет волос и темные глаза. Женщина не совсем открытая, она как бы не сразу выдает свои секреты. Эта встреча может касаться как работы, карьеры и бизнеса, также эта встреча может быть личные отношения. Также по этой карте могу сказать, что завтра хороший день, если говорить образно, открыть себя миру, открыться каким-то новостям, какой-то информации. Та информация, которая будет приходить завтра, если вы будете открыты, она может вам помочь, даже может не в пределах одного дня, но, можно сказать, ближе к будущему, она может помочь вам достичь чего-то в интересующей вас сфере, в интересующем вас проекте. Главное, чтобы вы были открыты. Будут такие события, в которых решения не всегда будут стандартными. Именно более артистический подход к решению задач, более нестандартный подход к решению задач будет более актуальным. Давайте посмотрим, что дальше, и, может быть, нам еще что-то карты объяснят. Да, вот тут я и... То, что я вам уже сказала, нестандартный, более артистический подход и, конечно же, легкость. Если вы будете относиться ко всему железобетонно, вот тяжело, знаете, вот я даже иногда ощущаю в себе эту тяжесть, когда я не могу с легкостью подойти к решению какой-то задачи, и я понимаю, что если я не изменю свое внутреннее состояние, соответственно, я не смогу эффективно решить задачу. Вот эта карта подтверждает это. Тут я вижу у некоторых из вас страх неизвестности. Что-то новое может войти, что-то неизведанное, и связано это может быть как с работой, карьерой, бизнесом, так с отношениями. Ну и тут я в однодневных раскладах я очень мало обращаю внимание на здоровье, но хочу сказать, что для некоторых из вас можете почувствовать обновленным себя именно физически при том, что вы уже занимались именно выздоровлением, занимаетесь именно своей физической подготовкой. Ну а так, вот я говорю, небольшой страх, боязнь открыться чему-то новому, чему-то неизвестному может быть, и только при определенном уровне вашей открытости вы можете легко, можно сказать, пройти через день. И знаете как, старайтесь удивляться как ребенок. Вас действительно будут некоторые вещи завтра удивлять. Будьте к этому готовы. И, конечно же, не бойтесь. Я знаю, наше подсознание работает всегда, боится перемен. Вот так мы сложены, вот так вот это, можно сказать, поколениями так все шло, что нашему подсознанию легче, когда мы на определенном уровне. И вот если в болоте, то в болоте, но зато тепленько, образно говоря. А если летаем, значит летаем. Но уйти вправо или влево, это надо действительно прилагать какие-то усилия и, соответственно, учить свое подсознание избавляться от страхов.
И тут я вам хочу сказать, что я уже все сказала. И карта вышла, а я уже по этой карте все рассказала. Избавление от страхов. Эта карта говорит о том, что не бойтесь чего-то нового, как я уже говорила по предыдущей карте, и будьте готовы, что все может начать меняться даже в этот день. Будьте готовы к переменам. Перемены прекрасные только при условии, что вы им откроетесь. Если вы не откроетесь этим переменам, первое, будете, знаете, как говорят, иногда лучше сделать и жалеть об этом. Хотя, когда мы делаем, мы не жалеем об этом. Мы просто получаем свой опыт, что-то меняем и идем дальше. Но все равно лучше сделать, чем потом жалеть о том, что не попробовали. Только действительно, я говорю, да, легко, но не теряя головы. Знаете, как оправданным